Давайте сначала по ингредиентам пройдемся. Я использую для покрытия тортов темный шоколад под роспись, темный шоколад, процентом какао не ниже 55%. Ну, в принципе, темный шоколад от 55% идет и выше. Я не рекомендую брать для ганаша темного горький шоколад, потому что он очень крепкий и, соответственно, он лучше застывает, крепче застывает. Это хорошо, конечно, безусловно, плюс, но, тем не менее, чем выше процент какао в продукте, тем более твердое покрытие получается, и тем оно больше подвержено каким-то трещинам. Это не очень хорошо, нам это не нужно. Я делаю просто темный шоколад и сливочное масло. Какая здесь фишка есть? Давайте сразу про трещины, раз уж подошли к этому вопросу. Сливочное масло я вам не показываю, потому что я использую каждый раз разное сливочное масло. Главное, чтобы оно было процентом жирности 82,5%. Почему? Потому что чем выше жирность, тем, соответственно, больше жира содержится в масле, меньше воды. Чем меньше воды в масле, тем оно более пластичное. И опять же, это хорошо, благоприятно скажется на нашем покрытии. Его будет удобно наносить, оно будет хорошо, крепко застывать, но при этом покрытие будет пластичное. Поэтому используем масло 82,5%. Дальше, что важно при нанесении ганаша? Начинка у нас может быть, в принципе, любая. Этот ганаш подходит под любую начинку. То есть какой-нибудь мягкий влажный торт, муссовый торт, это все можно закрыть ганашем. Я покрываю и медовые торты, очень мягкие, очень нежные, и бисквитные, и с муссовыми прослойками торты. Все как бы очень часто, кстати, делаю под роспись муссовые прослойки, торты с муссовыми прослойками, все прекрасно. Медовые тоже очень хорошо, тоже частенько делаю. У меня в окружении любят и шоколадные медовики, и все остальное. То есть нежные торты. Но, что важно, если вы делаете нежный торт, такой как медовик, с каким-нибудь сметанным кремом, заварным кремом, то есть влажным, да, кремом, вы должны понимать, что нужно обязательно дать этому торту стабилизироваться, чтобы у вас не получилось, что осталась лишняя влага, которая не впиталась в бисквит, например, и вы, соответственно, потом на выходе не получили трещину. Чаще всего трещина на этом покрытии бывает исключительно из-за начинки, потому что я просто пробовала разные, все по-разному. Я делала даже на подложках. Вторая причина трещин – это тонкая подложка. Я использую подложки 3,2 мм толщиной. Это не самая толстая подложка, чтобы вы понимали. Это не пластиковая, не акриловая подложка, которая совершенно, да, не гнется, не подложка из фанеры. Это обычная двусторонняя подложка, которая продается в любых, в принципе, кондитерских магазинах. 3,2 см. Торты до 2,5-3 килограмма я делаю на таких подложках, и вообще все прекрасно. У меня, в принципе, трещин не бывает на тортах с росписью. Тем более у нас под верхнее покрытие идет очень пластичное покрытие из белого шоколада. Итак, темный шоколад 55%. И выше, может быть 60-65%. Сливочное масло 82,5%. Белый шоколад. Белый шоколад я использую фирмы Ариба. В нем содержание процент какао 32,5%. Он бывает и 31%. Именно Ариба. Я как-то приспособилась к нему. Почему я выбираю его? Так, сейчас, секундочку. Я выбираю его, потому что он недорогой, он с высоким содержанием какао продуктов в составе, поэтому он такой достаточно хорош для любых видов ганаша. Я всегда как бы для покрытия использую именно этот шоколад. Но это не то чтобы обязательное условие. Нет, вы можете в своем магазине найти абсолютно любой шоколад. Я хочу напомнить, это у меня уже второй поток онлайн-курса.
в первом потоке были девочки из разных городов, из разных стран и континентов даже, и каждый находил себе шоколад. Главное, чтобы это был белый профессиональный шоколад. Не покупаем в магазинах обычных продуктовых белый шоколад, пористый шоколад, он нам не подходит. У него состав другой, вы не сможете с ним сделать то, что мы будем делать на курсе. Поэтому заходим в кондитерский магазин, нет кондитерского магазина рядом, значит заказываем в интернет-магазине и получаем хороший кондитерский шоколад. Все. Далее нам понадобится глюкозный сироп. У меня здесь сироп, это просто баночка у меня в принципе осталась. Я ее не выбрасываю, тоже чтобы продемонстрировать. Это у меня глюкозный сироп от фирмы Мир Кондитера. Это у меня Мастер-Шеф. Еще у меня просто на развес есть глюкозный сироп. Это тоже вообще не имеет значения. Важно, чтобы сироп был не засахарен, он был абсолютно прозрачный. Хорошо, если он 43%. На некоторых не пишут просто даже вообще. Но вы можете по консистенции увидеть. Бывают более жидкие, бывают более густые. Ну и чем дольше он лежит, тоже бывает, что он становится гуще. Видите, он так плавно перетекает. Есть еще выше процент, но я не пробовала на более высоком проценте работать. Как бы всегда вот на этом проценте. Я полагаю, что это тоже 43%, потому что у них консистенция абсолютно одинаковая. Так что берем глюкозный сироп. Также он по консистенции как очень густой мед. Если работали с глюкозным сиропом, должны знать. Это тоже все продается в кондитерских магазинах. Это недорого, по крайней мере у нас это недорого. Не знаю, как в других местах. Для чего мы добавляем глюкозный сироп в белый шоколад? Он сворачивает шоколад. В сочетании с водой, вода также сворачивает шоколад, и у нас получается некое подобие пластичного шоколада, но в более жидком его виде. Обычную воду используем кипяченую. И используем воду, я вам написала граммовку, какая есть, но имейте в виду, что эта граммовка вы тоже будете у себя опытным путем определять. Вы сделаете сначала все по рецепту. Если для вас будет это очень густая консистенция, что вы не сможете ее нормально наносить на торт, вам нужно будет добавить чуть больше воды. Это просто будет означать, что у вас шоколад немножко другого состава, либо у вас не очень влажно, то есть это от влажности помещения тоже зависит. Это вы будете, либо у вас, может быть, весы врут, я не знаю. Вот весы, кстати, тоже очень маленькие тут граммовки, поэтому весы должны быть хорошие. Я не говорю о том, что вы покупали супердорогие весы или ювелирные весы, это не нужно. Но, допустим, когда вы отмеряете там 5-6 граммов какого-то порошка, там того же диоксида титана, либо вам глюкозного сиропа тоже нужно там 5-6 граммов, да, вы сначала берете воду, которая у вас идет, допустим, 40 грамм воды, не обнуляя весы, вы добавляете вот эту вот мелочевку. Так вам будет более корректные цифры у вас будут показаны, чем если вы каждый раз будете обнулять и будете вот эти вот по чуть-чуть закидывать ингредиенты. Итак, глюкозный сироп поняли, да? То есть он сворачивает шоколад и вместе с ним создает пластичную массу. Но за счет воды у нас получается жидкая пластичная масса. Когда застывает, получается вот такое сухое классное покрытие. Но сухое оно не только из-за того, что мы просто сделали, да, пластичный шоколад, грубо говоря, а также из-за диоксида титана. Диоксид титана мы добавляем не только для цвета, а и для того, чтобы подсушить наш шоколад. Наш сам крем. Его добавляется немного. Вы можете добавить даже чуть меньше. Но он обязательно должен быть, потому что он отбеливает шоколад. И получается не желтая сама вот это покрытие не желтое будет, а высветленное. И, естественно, это нам на руку, потому что на белом покрытии рисовать красивее получается, эстетично. Вот. И также подсушивать. То есть полностью его убирать не надо. Диоксид титана, для тех, кто не знает, это белый порошковый краситель сухой, который используется вообще везде у нас вокруг, поэтому его бояться не нужно. Если у кого-то есть какие-то страхи, где-то что-то слышал, он безопасен, это все доказано. И тем более для того, чтобы, там, не знаю, он какой-то непоправимый урон принес человеку, вы просто подумайте, его необходимо 300 граммов в сутки съедать. 300 граммов, представьте, на здорового человека, да, взрослого человека. Поэтому, мы добавляем в этот крем совсем чуть-чуть, тем более, естественно, не будет один человек весь этот крем съедать. Поэтому бояться его не нужно, пожалуйста, отнеситесь спокойно. Это я так, на всякий случай, потому что тоже были
вопросы у нас в предыдущем курсе. Вдруг здесь тоже есть какие-то страхи, я вам сразу их развеиваю. Ничего страшного, это такой же краситель, как и все остальные. К слову о других красителях, используем мы гелевые водорастворимые красители. Насчет порошковых водорастворимых ничего сказать не могу, их нужно смешивать с водой, это нам не на руку абсолютно, потому что нам нужно смешивать со спиртом эти красители. Здесь в гелевых красителях и так уже содержится какой-то процент воды, поэтому используем их. У них очень широкая палитра цветов. О цветах, кстати, мы завтра поговорим, вам не нужно будет всю палитру приобретать, если у вас нет всех цветов, потому что краски, все цвета можно получать, в принципе, смешивая вообще друг с другом. Основные цвета у нас желтый, красный и синий. И дальше уже смешиваем. Ну, подробнее я расскажу. У меня топ-декор и Америколор. Америколор у меня только 3 цвета всего. Это фиолетовый, потому что такой чистый, красивый фиолетовый цвет получить смешением цветов топ-декора у меня не получилось. И, в принципе, не получается. Там пигменты не очень красивые получаются, как по мне, да, на мой взгляд. А здесь чистый фиолетовый цвет. Также я взяла розовый электрик. И бирюзовый. Тоже для каких-то целей я брала. Но бирюзовым практически не пользуюсь. А фиолетовым в росписи пользуюсь практически всегда. И также хочу вас предупредить о том, что в каждом красителе разного цвета находится разный пигмент, разные добавки, соответственно. И бывает, что какие-то красители вообще идеально ложатся, даже без спирта вообще идеально ложатся на шоколадное покрытие. Какие-то красители, вот хоть ты тресни, не ложатся. Это происходит и от того, что вот сам пигмент, он не очень хорошо с шоколадом сцепляется. И чаще всего это происходит из-за того, что вы не очень хорошо пробили блендером вот эту вашу белую массу из белого шоколада. Кое-где остались не растворившиеся кусочки шоколада, то есть он не смешался хорошо с диоксидом. И у вас, когда вы наносите на торт, у вас этого не видно, потому что оно вроде как все однородно, вы это все выровняли. Но если вот эти частички, микрочастички есть, на этих местах будет черный краситель, коричневый краситель, иногда синий краситель, они могут сворачиваться. И я вам тоже покажу, как с этим бороться. Но тогда, когда нам нужны контуры, проще всего нам обойтись просто жирорастворимым красителем в таком случае. Но опять же, просто это не всегда. Чаще всего я работаю именно с водорастворимыми красителями и черный в том числе. Контуры я делаю черным. Но вот иногда бывают какие-то такие моменты, когда просто на каких-то участках бывает сворачивается. Вот это говорит о том, что не очень хорошо пробили блендером и нанесли. Но это не проблема, это все решаемо. Либо жирорастворимым черным красителем, либо вот насчет контуров только это вам поможет, то есть в этом случае. Если какой-то большой участок земли, говорю, какой-то большой участок на поверхности вашего торта сворачивается чуть краска, то нужно будет просто сначала наносить этот краситель и сверху чистой кисточкой вмакать в спирт и сверху проводить, и спирт просто волшебным образом все разглаживает. Вообще прекрасно. На самом деле, насчет спирта давайте тоже подхожу к спирту. Он вообще творит чудеса, на самом деле, на шоколадном покрытии. У меня, кстати, оставался вот буквально чуть-чуть, вот столечко этого спирта оставался. Я уже 2 недели тщетно просто искала во всех аптеках города спирт, не могла найти, потому что просто его все раскупили. И вчера нашла спирт и просто закупила несколько баночек. Этого мне, конечно, хватит на ближайший год точно. Здесь тем более еще и фасовка более большая, 50 мл, крупная более. И смотрите, обратите внимание, это муравьиный спирт. Есть еще, вы можете найти другие виды спирта. У нас продается в аптеках муравьиный спирт и борный спирт. Использую муравьиный, потому что в нем процент спирта выше. Я сейчас не найду, сколько здесь процент. Нет, не вижу процента. Ну, в общем, да, этиловый спирт 70% здесь, 70%. Если найдете чистый этиловый спирт, вообще прекрасно. Но мне кажется, что сейчас его найти просто невозможно. Если найдете, если у вас какие-то контакты, берите, значит, этиловый спирт в чистом виде. У нас были девочки тоже с разных стран, у которых было 80-89% спирта, и тоже все прекрасно работало. Водку, коньяк, ром и все остальное, пожалуйста, не используем, это нам не нужно. Нам нужен чистый спирт,
который мы нанесли, и он у нас моментально выветрился. И все, никакого ни аромата, ни вкуса, ничего не осталось от этого спирта. Поэтому если есть тут кто тоже не очень хорошо относится к спиртному, имейте в виду, что он полностью на 100% улетучивается с торта после того, как высыхает. Поэтому это тоже не боимся. И все, и используем. Насчет блендера. Блендер любой погружной нам подойдет. Обратите внимание, сейчас краситель уберу. Мы не сможем миксером сделать эмульсию. Когда мы делаем из белого шоколада эмульсию с водой, глюкозой и диоксидом, что такое эмульсия? Это соединение жира и воды. Жир с водой не дружат сами по себе. Вы если миксером их перемешаете, или там ложечкой попытаетесь, да, перемешать, у вас внешне, возможно, вы увидите, что что-то там соединилось, хотя в большей степени вы увидите, что у вас просто свернулся шоколад. Поэтому, чтобы нам подружить жидкую среду с жировой, нам необходимо пробить все погружным блендером. Блендер может быть абсолютно любой, бытовой, вообще какой угодно. Я пробивала как самыми дешевыми блендерами, так и подороже. Единственное, конечно, если у вас будет совсем слабенький блендер, у вас на том моменте, когда начнется жир с водой соединяться, очень такая густая, вязкая консистенция получается, и у вас может просто сгореть блендер, если он какой-то совсем слабенький. Но я вам могу по своему опыту сказать, ну как сказать, слабенький, не слабенький. Вот этот у меня 1000 ватт, но он как бы мощный. Но до этого я использовала и 350, и 500 ватт, и все прекрасно тоже пробивалось. Просто с определенной техникой. Это мы будем делать уже непосредственно на третьем занятии. Я вам покажу, да, на третьем занятии я вам покажу конкретно в прямом эфире перед вами, как вообще, какие стадии проходит эмульсия, когда мы ее пробиваем. Так, с этим все понятно, так? Если что, задавайте вопросы, либо в чате также после просмотра можете задать вопросы, вообще не беда. Дальше. Что нам потребуется для выравнивания? Ну, силиконовая лопатка нужна для того, чтобы все соскребать. То есть, когда мы пробиваем, соскребаем. Вот, кстати, насчет блендера. То есть, для белого покрытия мы используем только блендер погружной. Для того, чтобы сделать ганаш на темном шоколаде, нам миксер подойдет вообще. Даже и без миксера можно вообще силиконовой лопаткой все вымешать. Но лучше использовать миксер, так получается более однородная консистенция. Для нанесения самого ганаша и того же белого покрытия нужна какая-то палетка. Вообще не принципиально, какую вы будете использовать палетку. Не знаю, хоть ножом, ложкой наносить. Честно говоря, вот правда, вообще не имеет значения. Вам нужно просто, чтобы вам было удобно наносить. А вот касаемо шпателей, это такой важный достаточно момент, потому что это покрытие из белого шоколада, как я сказала, оно пластичное, оно не очень удобно наносится на торт. Для того, чтобы нанести, вам нужно будет приспособиться. То есть то, что вы боялись того, что у вас не получится рисовать, это на самом деле у вас очень быстро развеется. У большинства, по крайней мере, будет получаться рисунок. Пусть сначала не очень хорошо, но тем не менее вы будете понимать, как это происходит. А вот с выравниванием, наверное, мне кажется, это вот такая... номер один вопрос, потому что мало у кого с первого раза получится идеально выровнять торт. Его нужно прочувствовать. Я вам в текстовых материалах это писала. Вам нужно почувствовать. И вот сейчас я, допустим, с ним управляюсь вообще идеально. Понимаете, я его настолько чувствую, что я его за очень короткое время могу вообще выровнять до очень гладкого, хорошего состояния. Но совершенно гладким оно может и не быть. То есть, чтобы его прям идеально разгладить, ну, я никогда его не разглажу идеально гладко, потому что это столько времени нужно потратить, во-первых. Во-вторых, оно ни к чему, потому что у нас есть рисунок, который заполнит какие-то пустоты, если у нас остались. И у нас есть дополнительный декор, которым это все можно сделать. То есть вы должны понимать, нам вот прям идеального такого гладкого покрытия, как в крем-чизе или как в каком-то другом ганаше, может не получиться. Но это и не страшно, это его фишка, он получается текстуры, как штукатурка. Понимаете? Поэтому не страшитесь этого, не бойтесь этого, но максимально ровно вам нужно хотя бы именно придать форму торту, чтобы он был цилиндром ровным. Это обязательно необходимо. Это мы будем делать темным шоколадом. Выравнивать.
Удобнее всего сейчас показывают чем. То есть есть металлические шпатели, есть пластиковые шпатели, есть вот такие металлические тонкие шпатели из строительного магазина. Я ими всеми пробовала выравнивать. Сейчас я делаю таким образом. Сначала я наношу первым слоем. Я могу либо этим шпателем просто выровнять. То есть я не в один этап наношу это белое покрытие, а наношу в несколько этапов. Вот первый раз я нанесла, я снимаю вот этим, либо вот этим, вообще не принципиально. Но когда я разравниваю, именно уже доводя до гладкого состояния, я использую только этот шпатель. Я не сразу его начала использовать, то есть я поначалу также и этим пыталась, и этим. Но, как показывает моя практика, он, видите, небольшой. То есть он не на всю высоту торта. Торт у меня всегда бывает выше этого шпателя. Ну, то есть высота тортов для росписи у меня бывает примерно от 12 сантиметров. Ну, стандартно 12, 13, 14 бывает сантиметров иногда. Ну, чаще всего 12-13. То есть он тоненький и он гибкий. Видите, он гнется, и когда я выравниваю торт, у меня вот я могу нажатием просто регулировать, сколько мне снять этого верхнего покрытия. Здесь немножко чувствительность будет меньше, и, соответственно, будет не так хорошо получаться, не так быстро. Поэтому, если у вас есть возможность сходить в строительный магазин, либо как-то заказать через интернет, найдите вот такие шпатели, я их рекомендую всем. Строительный шпатель, он стоит копейки. Они продаются в комплектах даже бывает, не по отдельности. Но очень отличная вещь, я ею пользуюсь для выравнивания вообще любого крема. Уже больше года, да, как приобрела эти шпатели, и все, и вот пользуюсь. Комплект, по-моему, из 5 штук был разной ширины. Вот, поэтому, ну, опять же говорю, вы можете вообще и пластиковым шпателем все прекрасно заровнять, вам будет удобно. Можете и таким заровнять, это вам нужно смотреть. Я делюсь своим опытом, я использовала разное всякое. Вот это вообще очень помогает и облегчает работу, правда. Для того, чтобы раскрашивать непосредственно, нам необходимы кисти и необходимы палитры. Не обращайте внимания, у меня палитры, им уже много времени, много месяцев. Тут уже какие-то сколы есть, какие-то царапинки, в которых застревает, собственно говоря, краска и ничем не отмывается. Ну, какая разница, это не имеет значения, нам важно, чтобы это было удобно. Начинала я вот такими маленькими палитрами пользоваться, в итоге я взяла вот такую одну большую и все, и пользуюсь ей. Потому что на один рисунок, если даже визуально вы видите, что у вас там всего 3-4 цвета, вам необходимо будет смешивать разные тональности этого цвета. И, соответственно, вам необходимо много ячеек для разных красителей. И необходима какая-то поверхность, где вы будете смешивать разные тона. Это может быть, вы можете использовать в таком сочетании. Допустим, такая палитра обычная и дощечка. Дощечка обычная пластиковая, либо просто подложка из-под торта. Это тоже подойдет. Ну, чтобы была просто ровная, гладкая, удобная поверхность. Именно такой шпатель строительный, подобный, который гнется. Да, найдите именно такой. Они бывают другими ручками, как-то они, может, по-другому немножко выглядят, но важно, чтобы было именно полотно само тонкое. Металл, видите, гнется. Не так, чтобы прям совсем он гнущийся, да, но он тонкий, он гнется. Вот этот, допустим, согнуть будет невозможно. А этот от небольшого усилия гнется и вот так вот, видите, ходит. И это очень удобно. Так, по палитрам понятно, да? То есть можно одну маленькую палитру и вот такую большую, где мы будем смешивать цвета, тоны. Либо одну большую палитру взять, здесь добавляем красители, здесь, соответственно, у нас место для того, чтобы разбавлять. Про стакан не говорю, стакан нам нужно будет просто высокий стакан с холодной водой, в котором будем полоскать кисти после каждого красителя. Кисти. Основное, чем я пользуюсь, у вас также это все в текстовых материалах есть, это пони номер 2. Это небольшая кисть, вот если я сравню сейчас с тоненькими совсем кистями, видите, в общем-то разница не сильно велика. Но единственное, здесь, конечно, кончик тоненький, а здесь немножко побольше самой шерсти, самого ворса. И он подходит для окрашивания именно внутри.
внутри, тем более если это какие-то не очень крупные детали, ну, например, ручки раскрасить, ножки. Ну и в принципе мало когда у нас бывает рисунок, там колобок, да, который полностью нужно закрасить одним цветом. Но если вы даже возьмете колобка или что-то в этом роде, ну, понимаете, то есть какое-то вот именно с большой частью, где большую часть нужно прям много закрасить. Этим будет неудобно, потому что вам нужно будет очень много сделать движений. Для этого берем кисть потолще. Это пятерка синтетика фирмы Брауберг у меня, но это не принципиально, опять же, какая фирма вы находите у себя. Но если вы будете брать синтетику, вот чем они отличаются? Это пони, натуральный ворс, это синтетика. Синтетика более жесткая, но синтетика синтетики рознь. Бывает синтетика прям очень жесткая, бывает мягкая. Вам нужно найти мягкую синтетику. И это не для того, чтобы вы, когда рисовали, у вас не продавился крем, да, потому что он не продавится от кисти, даже если она будет твердая. Но твердой кистью вы не сможете нанести гладко, равномерно краситель. А когда у вас мягкая кисть, она у вас очень мягко скользит по поверхности, и она у вас наносит такую хорошую, растушеванную, однородную, равномерную консистенцию, то есть заполняет рисунок равномерно. Это понятно? Пони 2, можно 3 использовать, но именно вот по размеру она должна быть такая небольшая, мягенькая. И обращайте внимание, очень часто бывают кисти, которые натуральные, у них ворс лезет. Обращайте внимание, чтобы у вас не лез ворс. Он очень должен плотно вот здесь держаться, и когда вы берете, у вас ни одной волосинки не должно остаться. Вы даже на прилавках в магазинах можете обращать внимание, что бывают кисти лежат, и они уже изначально вот здесь вот с растопыренными ворсинками. Такие кисти брать не нужно, потому что если они уже просто стоят вне работы, и они уже распушились, то, соответственно, когда вы будете рисовать по жировому покрытию, они у вас будут все лезть. Кисти меняем достаточно часто на самом деле, потому что на жирном покрытии, как бы то ни было, это не бумага, это жировое покрытие, это пищевые красители, это не акварель, да, водная. Все равно они достаточно быстро выходят из строя. Но вот такие нет, эти могут вам долго прослужить достаточно. А вот пони, допустим, достаточно быстро выходят из строя. Вы просто обращайте внимание, по времени я вам не скажу, насколько рисунка хватает. Это же все зависит очень индивидуально от самого рисунка зависит. Вы просто должны обращать внимание на ее распушенность. Вот как только она уже распушилась, и вы понимаете, что вы проводите, вот вам нужно провести вот такую линию, а у вас проводится такая линия, еще и там ворсинка, которая у вас вот так торчит, она еще вам лишнюю линию проводит, грязь создает. Все, вам это не нужно. Вам нужно, чтобы у вас все кисти были всегда вот такие вот в кучку собранные. Вот доставала краситель и уже окрасила свои руки. Перчатки тоже имейте при себе, потому что во время росписи, конечно, руки не испачкать очень сложно. Так, это то, что касается заполнения рисунка. А для контуров нам нужно использовать самые тонкие кисти. Те кисти, которые есть у нас в городе, да, я беру 2 нуля чаще всего. Иногда, вот, допустим, сейчас я взяла еще 0, просто потому что я видела, что у нее очень тоненькая такая рабочая поверхность, очень тонкий кончик, поэтому я ее взяла. Но вот даже если присмотреться, все равно у вот этой 2 нуля у нее еще тоньше кончик, у нее прям очень острый кончик. И это лучше всего. Нужно, чтобы кончик был максимально остренький, чтобы у нас были максимально тонкие линии. Вы должны тоже запомнить такое правило, как бы вы идеально не сделали, не заполнили внутри картинку, а мы заполняем сначала изнутри картинку, а потом только в конце контуры. Контурами можно все испортить, если у вас будут жирные, толстые, некрасивые, грубые контуры. Поэтому нужно будет прям максимально тоненькую кисть на кончике. Ищите, это может быть 0, 2 нуля, 3 нуля, это зависит все тоже от фирмы, да, которая у вас есть. Вы прям ищите максимально тонкую. Синтетика это должна быть, обязательно синтетика. Вот. Ну и по жесткости она как бы в меру жесткая, просто от того, что здесь мало. Вот это, кстати, помягче, вот это чуть пожестче. И вот ей удобнее контуры делать.
Выбирайте, то есть самую-самую тонкую. Вариант с тем, чтобы взять пони и обрезать у нее ворсинки, оставить тут 3 волосинки, это типа у вас будет тоненькая кисть, не прокатит, потому что у вас не будет достаточно ворса для того, чтобы набирать тот самый краситель, которым вы наносите контуры. Поэтому здесь у вас должна быть именно кисточка такая, она должна быть тоненькая, да, но у нее должно быть достаточно ворса, чтобы набрать на эту кисть пигмент. И должен быть острый-острый кончик, чтобы вы вот просто касаетесь и слегка-слегка касаетесь поверхности, и у вас остается вот эта тонкая линия. Так, по кистям все рассказала. Понадобится еще салфетки, либо бумажные полотенца, то есть какие-то бумажные салфетки, в которых мы будем обмакивать наши кисти во время росписи. Я вам буду показывать на 4-м уроке, ну уже на 3-м уроке я вам покажу на живом торте, как живой торт выровнять ганашем и кремом из белого шоколада. На живом торте мы будем на 4-м уроке рисовать уже первый рисунок. И так, вижу вопрос. Тонкая кисть, синтетика или пони? Синтетика. Тонкая синтетика. Так вот, будем рисовать на живом торте первый рисунок обязательно, а последующие 2, скорее всего, я буду рисовать на болванках. Имейте в виду, что болванку на самом деле выравнивать чуть сложнее, чем живой торт, потому что она абсолютно не держит холода. То есть живой торт мы убрали в холодильник, он у нас охладился, и мы уже наносим шоколад, и понимаем, что когда мы наносим шоколад, он у нас быстро схватывается на холодном покрытии. Здесь такого не прокатит, опять же, не получится, потому что у нас болванка остается все время теплая. И будем работать через холодильник, будем работать через более низкие температуры, в принципе, нанесения шоколада. Мы уже не будем на болванке, нам не нужно использовать темный шоколад, ганаш из темного шоколада, потому что ганаш из темного шоколада мы используем для выравнивания торта, чтобы у нас создалась жесткая структура, жесткий каркас торта. Понимаете? А здесь у нас уже жесткий каркас. Зачем нам дополнительно еще темный шоколад сюда добавлять? Это не нужно. Поэтому будем просто покрывать белым шоколадом. Болванка. Что такое? Это цилиндр. У меня он из пенопласта, бывает из пеноплекса. По форме торта. Видите? Здесь у меня высота 12, диаметр 16. Вот на такой болванке, то есть будем рисовать. Я буду рисовать, вам показывать. Вы также сможете использовать болванки. Находите уже, ищите сейчас, чтобы вы могли тренироваться. Потому что у нас будет, конечно, вариант есть такой, что вы возьмете просто подложку и просто на нее нанесете тонким слоем наш крем для росписи и на нем будете тренироваться. Такой вариант тоже имеет место быть. Но для того, чтобы вы уже начали свою руку набивать на боковой, именно на роспись на боковой части, как это в живом торте бывает, вам нужно использовать болванки. Это, во-первых. И, во-вторых, задания, которые я буду поощрять бонусами. Бонусы будут даваться только тем, кто сделает роспись либо на живом торте, либо на болванке, которая имитирует полностью живой торт, и сделает хорошее фото. Потому что мы тоже будем учиться и фото делать, и будете уже в портфолио добавлять свои работы. Это важно. Подробнее я напишу все в чате, сейчас не буду углубляться. Можно для выравнивания использовать шоколад из магазина. Нет, шоколад, все продукты мы используем, тем более шоколад мы используем из кондитерского магазина. Если у вас есть опыт когда вы делали ганаш из шоколада покупного в магазине, и у вас все прекрасно получилось, у вас он застыл, у вас торт с ним не трещал, все хорошо держалось, да, каркас был хороший, вы можете, в принципе, использовать, потому что я знаю, что именно что касается темного, горького шоколада, в принципе, можно неплохой шоколад найти и в магазинах. Поищите, я просто... не знаю, в каком городе вы находитесь и какой у вас там по качеству шоколад. Вы пробуйте, в принципе, можно. Я потому что когда начинала, была еще совсем начинающим, и у нас было очень мало кондитерских магазинов, темный шоколад я покупала даже не темный я брала, а именно горький шоколад я брала в магазине, в обычном, там, в Магните. И использовала его.
Надо еще болванку. Можно болванку высотой 10 сантиметров. У нас минимальная высота для росписи 10 сантиметров, да. Я рекомендую брать чуть-чуть побольше, там сантиметров 12, так будет просто удобнее сделать более красивый рисунок, более крупный. Болванку только одну. Вообще берете одну и используйте ее несколько раз. То есть вы обязательно нужно ее приклеить к подложке. Я это делаю с помощью клея пистолета. Она намертво вот так прикрепляется и можно работать. Вы можете одну болванку использовать на несколько, на 3 росписи разные, понимаете? Но на курсе, конечно, лучше делать, тренироваться именно с выравниванием, набивать руку. Поэтому сделали раз, потом ее смыли, сделали второй раз, нанесли. Это как бы моя такая рекомендация для вас, чтобы вы набивали руку. Но можно и одну болванку использовать на 2 рисунка, например. Потому что один рисунок у вас в любом случае должен быть на живом торте. Имейте это в виду. Это очень важно. Вы первую свою работу должны сдать обязательно на живом торте. Потому что я буду проверять, как вы нанесли кремовое покрытие. И я вас уверяю, что среди вас будут истерики, когда вы будете говорить: я нифига не могу выровнять этим кремом, он у меня весь комками идет, он у меня весь тянется за шпателем и все такое. Это все будет, потому что это непростое покрытие, к нему нужно приспособиться. Я вам все рекомендации дам. По всем вашим вопросам мы будем это все разбирать, почему так получилось, потому что здесь и температурный режим играет влияние, и насколько быстро вы все выравниваете, хотя я сейчас и медленно могу выравнивать, у меня все прекрасно выравнивается. То есть все это я вам покажу уже на практике, потому что сейчас я вам словами расскажу, вы все равно не поймете. На практике я вам это все покажу. Я имею в виду черновое. Черновое с шоколадом, да, какой у вас там вопрос был? Сейчас я посмотрю. Можно для выравнивания использовать шоколад из магазина. Темный шоколад, то есть, да, вы имеете в виду, я вам ответила, правильно? То, что темный шоколад, если у вас есть какой-то хороший шоколад в магазинах, если вы пробовали им уже делать ганаш, покрывать торты, да, можете использовать. Но белый шоколад хороший в магазине вы не найдете. Это 100%. По крайней мере, в российских магазинах. А можно все на тортах выполнять. Это будет вообще великолепно, если вы все будете на тортах выполнять. Но имейте в виду, каждый рисунок у нас будет на каждое выполнение задания вам будет дано несколько дней. По 4-5 дней, смотря как у нас будет... в среднем 4-5 дней. Поэтому у меня просто были девочки на первом потоке, которые все торты делали все рисунки делали на тортах. И я вам скажу, что те, которые делали на живых тортах, у них выравнивание получалось гораздо лучше, чем те, кто все время пытались либо подложки чисто сделать, роспись свою выровнять, либо на болванке. Еще такой момент скажу. Если вы сделаете на болванке, болванку выровняете и захотите сделать роспись 1, 2, 3, даже сверху можно сделать, то имейте в виду, со временем, пока у вас находится торт в холодильнике, у вас покрытие подсыхает. Как бы то ни было, оно подсыхает, оно становится очень сухое, классное, конечно, вам это все нравится, визуально оно никак не меняется, но оно подсыхает, оно теряет влагу. А когда оно теряет влагу, рисовать становится чуть-чуть проблематичнее в том плане, что если у нас, например, рисунок с растягиванием, у нас красный цвет, который растягивается в розовый, да, и нам нужно сделать красивую мягкую тушевку. Когда у вас еще влажная, достаточно влаги в самом креме, покрытии, то есть вы только его нанесли, да, через несколько часов начали рисовать, то краситель распределяется более мягко, более растушевано, так красиво получается. А чем суше, тем быстрее это все застывает, краситель, он не впитывается нормально в крем, и у вас получается более грубая тушевка. Это тоже можно приспособиться. У меня были тоже такие случаи, когда я покрывала болванку, тут нарисовала что-то, и только через неделю-две вспомнила о ней и нарисовала что-то на другой стороне. Да, приспосабливалась как-то, но все равно рисунок выглядел немножко более грубовато. Дальше шоколад Сикао российский для покрытия. Подойдет. Сикао подойдет. Это профессиональный кондитерский шоколад. Почему-то его не очень любят в кондитерском мире, но это на самом деле хороший, нормальный шоколад. Итак, все, что было, я вам показала. Вот еще карандаш и, собственно,
пергаментная бумага. Пергамент можете использовать не белый, это у меня просто сейчас белый, это может быть вообще любой пергамент, и коричневый в том числе. Силиконизированный, не силиконизированный тоже значения особо не имеет. Нужен будет карандаш. Карандаш берем твердо мягкий в идеале. Слишком мягкий брать не нужно, и твердый тоже не берем, потому что если будет слишком твердый карандаш, они прям так и называются: мягкий, там, очень мягкий, мягкий, твердо мягкий, твердый, по-моему, и супер твердый, что-то такое. Вот берем что-то посередине, твердо мягкий. Вот у меня здесь написано 6B. Я, честно, не сильна в этих всех штуках, да, но вот он твердо мягкий у меня. И я его использую. Для чего? Потому что если будет слишком твердый, будет сложно перенести изображение. Если будет слишком мягкий, то когда мы перенесем, у нас просто все растечется. И получится не тонкая линия контура, а жирно вот так вот прям грязью. Здравствуйте, а можно вместо глюкозы использовать кукурузный сироп? Нет, глюкозу заменять здесь нельзя. Вы, если хотите, можете поэкспериментировать, но это будет уже вне зоны моей ответственности. Потому что как работает кукурузный сироп с шоколадом, с таким количеством пропорций воды и диоксидом титана, я вам сказать не могу, я не пробовала, и просто сейчас вам соврать я не собираюсь. Поэтому глюкозный сироп, в принципе, в любом кондитерском магазине вы можете найти. Никакой ни мед, ни инвертные сиропы, ничего мы этого не используем, только глюкозный сироп. Все это тоже вам рассказала. И топим шоколад обязательно только в пластиковой миске. Если это есть микроволновка, прекрасно. В микроволновке топим в пластиковой миске шоколад. Для чего? Потому что у нас пластик не нагревается. Как только мы его достали с микроволновки, он перестает нагреваться. И то есть дальше он не продолжает растапливать шоколад и нагревать его, как стеклянная миска, например, или керамическая. Вот, имейте это в виду. Либо, если такая ситуация, что у вас нет микроволновки, есть водяная баня, то на водяной бане топим тоже очень аккуратно. Я не люблю, честно говоря, водяную баню вообще. Это очень долго, муторно и не очень удобно. Поэтому вот вообще микроволновка – это милое дело.